Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Домашний томатный сок – это очень вкусно, а если вы закроете вместе с ним на зиму помидоры в собственном соку, то получится вдвойне вкуснее. Рецепт простой, а главное, в нем нет уксуса. Для рецепта мы берем помидоры. У меня помидоры черри, такие вот мелкие, их просто удобно закладывать в маленькие пол-литровые баночки. Но можно использовать помидорчики сливка, только не очень крупные берите. И томатный сок, немножко сахара и соли. Как делать томатный сок, в принципе, у меня есть видео, как я делаю через соковыжималку, прокручиваю. Но если у вас нету соковыжималки, можете прокрутить через мясорубку, а потом через сито удалить все косточки. Итак, сок у меня здесь 1 литр. Мне так удобнее рассчитывать. На пол-литровую баночку идет где-то 200 мл томатного сока. Поэтому я взяла 5 баночек и 1 литр сока. Ставлю на разогрев, и пусть у меня сок закипает. Теперь помидорчики я хорошо перебрала. Убрала все, которые были лопнувшие, они нам не нужны. Главное, чтобы были целенькие. Помыла хорошо, баночки стерилизованы. И теперь закладываем в баночку помидорчики. Вот даже посмотрим, сколько помидорчиков идет в одну банку. 300 граммов помидоров. Вот. Заполняем все банки. Когда сок закипает, снимаем с него пену, добавляем соль, сахар и минут 5 еще провариваем. Сок готов, можно отключать. Мне больше подходит способ стерилизации в кастрюле. То есть я заливаю соком сразу же баночки, ставлю в кастрюлю, наливаю воды и стерилизую. Если вам такой способ не нравится, то делаем так. Берем банку с помидорчиками, наливаем сюда горячей кипяченой воды, то есть кипяток. Потом все баночки заполняем водой, накрываем полотенцем, или чем-то теплым одеялом. Оставляем минут на 15-20, чтобы помидоры хорошо прогрелись. Затем воду сливаем, заливаем горячим, вот только с плиты, соком и закатываем крышки. То есть это первый вариант. Я выбираю свой, он мне больше как-то ближе для меня. Поэтому я беру баночки и заполняю их сразу же томатным соком. Берем большую кастрюлю, на низ кастрюли выкладываем тряпочку, чтобы банки не соприкасались с металлом. Выставляю сюда баночки. У меня помещается 4 сюда. Наливаем или теплой, или холодной воды. Вода должна доходить до плечиков. Включаем нагрев и доводим воду до кипения. Сверху накрываем крышкой. Как только вода закипела, убавляем нагрев немного и стерилизуем пол-литровые банки 15 минут, литровые 20 минут, также под закрытой крышкой. Прошло 15 минут, отключаем нагрев. Достаем баночки. Одни крышки мы будем закатывать ключом, а другие просто вот эти вот винтовые крышки. Все баночки готовы. Теперь мы их убираем в теплое место. Накрываем каким-то теплым одеялом и оставляем так до полного остывания. Такая консервация прекрасно сохранится и при комнатной температуре. Готовьте с удовольствием и удачных вам заготовок!